Мне понравилась концовка нашего предыдущего видео, когда ты сказал там... Когда никакой шняги. Давай постараемся сегодня, чтобы тоже было поменьше шняги. Кому это нужно? Прелюдии все эти. Актуальная тема, которая была у нас на соревнованиях, точнее, это ошибка, я не знаю, упущение спортсменов, хват. У многих она выпадала, у многих срезала мозоли, у Саши Клюшева срезает часто мозоли, у Влада Хазова выпала она там, и было много спортсменов. Что ты можешь по этому поводу сказать? Какое у тебя любимое упражнение для хвата? Вот интересуются люди. На самом деле, ребята, если вы хотите, чтобы у вас был хороший хват, выбросите нахер лямки. Это беда. Беда очень многих спортсменов. Я лично лямки не использую никогда. Тяните голыми руками, тяните разнохватом, тяните в замок, используйте побольше магнезии, и вы забудете про проблемы с хватом. Почему срезает мозоли? Потому что руки подворачивают. Заметьте, как очень многие закатывают гриф в руки. То есть закрутили руку? Конечно, закрутили руку. На штанге 400 килограмм, она в любом случае будет выкручиваться. Вы никогда не удержите ее в таком положении. Я, когда беру штангу, я беру ее вот так, даже чуть-чуть спускаю на пальцы. Она у меня не крутится ни секунды. Поэтому у меня практически никогда не срывает мозоли и не бывает проблем с удержанием. Просто взял ровно одну руку, взял ровно другую, зажал и поднимаешь. Я вот что-то себя даже не обращал никогда, как я берусь. В твою лапу можно 2 грифа закатить, и я думаю, ты удержишь. Зачастую у тяжей, ну и не только, кто уже там перевалил за килограмм 120, во время тренировок, во время подготовления и в принципе в жизни зачастую бывает высокое давление. Как ты борешься с ним? Есть ли у тебя оно? Да, бывает, давление повышается, естественно, как у любого нормального тяжа, который много поднимает. У меня есть свой личный секретный способ, я могу поделиться. Я уменьшаю количество крови в организме. В смысле, каким образом? Просто сливаю кровь. Сливаешь кровь? Да. И все зависит от того, насколько у меня давление. Бывает, сливаю 200 грамм, бывает 300, бывает даже до литра. Ничего себе. И как себя чувствуешь? Замечательно. Первые пару дней небольшая слабость, потом идет регенерация, организм начинает усиленно восстанавливаться. Ну, соответственно, нужно, конечно, хорошее усиленное питание, побольше жидкости. Вот. Это пошло на самом деле очень давно. Заметьте, что женщины, в отличие от мужчин, регулярно теряют кровь с месячными. Мужчины раньше, они воевали. Соответственно, и потеря крови была регулярной. Сейчас такого нет. Сколько вы знаете мужчин, которые теряют кровь в бою? Кровь застаивается. Это то же самое, как менять масло у машин. Это очень и очень важно. Еще как раз про месячные девушки. Я еще слышал, они много плачут. И тоже у них со слезами какие-то выходят там. Конечно, конечно. Выходит очень много стрессовых гормонов. Почему женщины живут в среднем на 6-7 лет дольше, чем мужчин? Потому что они позволяют стрессу выходить. Ребята, чтобы не накапливался стресс, надо плакать. Сливайте кровь и плачьте. Можете плакать во время. Это вообще идеально. Это же моя кровушка. Вы представляете, какое это удовольствие вогнать себе большую иглу в вену, перевязать руку жгутом и смотреть, как твоя кровь выходит из тебя. Легонько плакать так. Да. Как бы приунывать, я бы сказал. Я получаю от этого чисто эстетическое удовольствие. В принципе, если кто-то захочет, чтобы я слил ему кровь, можете смело обращаться, потому что я делаю это практически для всех своих друзей и ребят, кого тренирую. Обращается, серьезно? Конечно. Я ни разу не пробовал, надо будет, может быть, как-нибудь Ну, это на самом деле банально, как доноры. Люди же сдают кровь регулярно. А чем? Вот бабочкой, да? Да, большой бабочкой. Большой бабочкой. Конечно, ручку поджгут, сжимаешь ее, можно сжимать Кэптен Крэш заодно, хват укрепится. Веревочку в раковину, ну не в раковину, я вообще в мерную эту, чтобы не перелить, иначе можно увлечься. Я обычно сливаю ее в шейкер. Там как раз есть мерные деления. Что, в смысле, серьезно? Абсолютно. А как же? А как я узнаю, сколько я слил? Если просто сливать в раковину, можно и перелить. Так на глазок и плакать. Тогда уже в тему накрою вопросы, которые я уже знаю, мы с тобой общаемся, плазмофорез. Я скажу, что это бомба. Это вещь, которая действительно работает. Притом в медицине используется очень широко, уже очень много лет. Также я знаю, что многие профессиональные западные спортсмены, те же самые американцы, постоянно этим пользуются. Для чего?
Что такое, в первую очередь, кровь? Кровь – это жидкость, в которой содержится все, что нам нужно. И полезное, и не полезное. Соответственно, если кровь не сливать, там накапливается холестерин, там накапливаются свободные радикалы, там накапливаются токсины. Иногда до очень-очень высоких, опасных для здоровья уровней. Что такое плазмафорез? Тебя подключают к специальному аппарату. Иглу в одну вену, иглу в другую. Кровь проходит через аппарат, этот аппарат снимает плазму. При этом полностью оставляя красные кровеносные тельца. Современные аппараты дают потерю в эритроцитах буквально 1,5–2%. Раньше это было более опасно, раньше терялось до 20%. Это могло быть не очень хорошо. Сейчас эта плазма замещается физраствором, замещается витаминами. И что самое интересное, особенно после хорошей подготовки, ты смотришь на эту плазму, и ты понимаешь, сколько на самом деле тебе говна. Это такой мешок 2-литровый, такой вонючей желтой жидкости. В чем плюс плазмафореза, что это нельзя сделать самому, это надо обращаться в специальное заведение. Да, у нас, например, в Латвии оно на очень высоком уровне, шикарное оборудование. Женщина моя знакомая, врач, это все закупила. Там очередь, туда нельзя просто так попасть. Даже очередь? Очень большая, да. Процедура у нас стоит в районе 350–400 евро. Но оно того стоит. Я делал плазмафорез в своей жизни больше 30 раз. Больше 30 раз? Да. Расскажу про 2009-2010 год. Это была лучшая форма в моей жизни. Я 400 и более поднял, по-моему, раз 20 за год. И выступал 6 раз. Я выступаю на соревнованиях, делаю плазмафорез, у меня идет откат. Откат буквально 3-4 дня. Потом начинается резкий прирост силы. Я набираю форму, выступаю снова делаю плазмафорез и снова иду вверх. И каждая ступенька в этом году была выше, чем предыдущая. Для меня это работает более чем хорошо. То есть за все это время никаких ты не почувствовал Я чувствовал только себя лучше и лучше. Я анализы сдаю регулярно. На подготовке я сдаю анализы 2-3 раза в месяц. Да, я смотрю все уровни, да. Анализы у меня были как у младенца. Я скажу, иметь такие анализы профессиональному спортсмену, как я имел на тот момент, это дорогого стоит. И я уверен, что это во многом именно благодаря плазмафорезу. У нас просто, негативный образ вокруг плазмафореза. Да, люди просто не шарят. Это связано с печальной гибелью Владимира Турчинского у нас. Давайте посмотрим, сколько у нас людей гибнет от алкоголя и никотина, и все бухают и курят. Сколько людей умерло от плазмафореза, кроме Турчинского. Просто они не знают, в чем была суть на самом деле. Делать плазмафорез без консультации с врачом тебе никто не позволит. Нужно обязательно сдать несколько анализов и поконсультироваться со специалистом. Но для меня лично, да, я никого не агитирую, я просто делюсь. Для меня это лично работает замечательно. Также на очень большом количестве моих знакомых профессиональных спортсменов по всему миру. Не только пауэрлифтеров. Насколько важна интуиция в спорте и в тренировках? Скажем так, у меня никогда нету написанной программы на бумаге. Я тренируюсь, живу, занимаюсь спортом и выступаю в основном только интуитивно. И чем больше я это делаю, тем лучше у меня это получается. Для меня интуиция в жизни – это все. Как ты можешь запланировать свою тренировку? Я прихожу на тренировку, Много факторов. Слишком много факторов. Ты не знаешь, как ты поспишь, ты не знаешь, как ты поешь, ты не знаешь, какая будет фаза Луны, которая очень сильно влияет, например, на силу. Ты не знаешь, какое у тебя будет общее психологическое и физическое состояние. Как ты можешь планировать тяжелую тренировку, когда ты всего этого не знаешь? Я прихожу на тренировку, начинаю разминаться, и только тогда я примерно начинаю понимать, что я буду делать. И дальше я действую по наитию. Мне очень легко. Я открыт для информации, она ко мне приходит, я просто воплощаю ее в жизнь. Так тренируются все мои ребята. Все, кого я тренирую, тренируются только так. И все добиваются замечательных и шикарных результатов. Потому что мы ничего не загадываем, мы ничего не планируем. Если у нас есть сила,
Мы пашем много и жестко. Если мы чувствуем, что сегодня не самый лучший день, мы делаем более легкую разгрузочную тренировку. Мы полностью перестали перетренировываться. Раньше, по молодости, я тоже делал такие ошибки. Планировал, вот сегодня у меня будет тяжелый день. И очень часто я получал с неба. Вот. Поэтому очень много лет я перестал это делать и понял, что такое счастье. Ты сейчас кое-что сказал. Я вспомнил, что я читал по этому поводу про фазы Луны. И что многие даже где-то я какие-то соревнования читал, что под фазу Луны даже. Я, кстати, хотел поговорить с тобой на эту тему, потому что это настолько работает, что ты не можешь себе представить. Луна обладает страшным магнетизмом. Луна влияет на приливы и отливы в океанах. Мы состоим на 70% из воды. Естественно, Луна влияет также и на нас. И я заметил, что некоторые фазы Луны бывают очень сильные, а в некоторые фазы Луны ты не можешь сделать ровным счетом ничего. Кстати, потом поговорим поглубже с тобой на эту тему, что если действительно будет возможность провести соревнования именно в более сильный день, просто проведем статистику. А мы на статистику надо посмотреть по датам, когда самые лучшие результаты у кого были подняты. Это будет очень интересно. Кстати, да. Вот такой вопрос. У вас там СМИ, это, я не знаю, муссируется, там показывается в этих. Что ты думаешь по поводу того, что нас сейчас так везде сильно зажимают? С допингом, со всеми вот этими, до Мельдони до этого докопались, спортсменов, Ловчего, ни на чем практически. Ну, действительно, ни на чем, просто пацана. Из-за того, что он действительно сильный, из-за того, что он лучший. Как ты думаешь, ну что это такое? Я думаю, что это голимый политический заказ и накат на Россию в целом. Не только на спортсменов, а как на страну. Посмотрите, санкции, спортсмены, Мельдони, все что угодно. Ребята, я буду перед вами откровенным. Перед субботними соревнованиями, перед моими 400, я захуярил по вене 15 ампул Мельдони. И только поэтому я вытащил 400. Белкин, я уверен, захуярил 30. Вот, это, конечно, хорошо, но я действительно считаю, что если бы сейчас был Советский Союз, вот такая страна, которой уважал и боялся весь мир, ничего подобного бы не было. Просто не позволили. Я, как и большинство людей более старшего поколения, родился в Советском Союзе. Я горжусь и гордился страной, в которой я родился. Нас уважали, нас боялись. Да, у нас были какие-то недочеты, но это была страна, это была сила, это была империя. И у меня, думаю, как и у очень многих россиян, очень большая ностальгия. По этому поводу я хотел бы рассказать, наверное, мое любимое стихотворение Владимира Маяковского. Называется оно стихотворение «О советском паспорте». Хотите послушать? Давай. Стих. Я б волком выгрыз бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям с матерями катись. Любая бумажка, но эту. По длинному фронту купе и кают чиновник учтивый движется. Сдают паспорта, и я сдаю свою пурпурную книжицу. К одним паспортам улыбка у рта, к другим отношение плевое. С почтением берут, например, паспорта с двуспальным английским левою. Глазами доброго дядю Выев, не переставая кланяться, берут, как будто берут чаевые, паспорт американца. На польский глядят, как в афишу коза. На польский выпяливают глаза в тупой полицейской сонливости. Откуда, мол, и что это за географические новости? И не повернув головы качан, и чувств никаких не изведав, берут не моргнув паспорта датчан и прочих разных шведов. Моргнул удивительно глаз носильщика. Хоть вещи снесет за даром вам. Жандарм вопросительно смотрит на сыщика. Сыщик на жандарма. С каким наслаждением жандармской кастой я был бы исхлестан и распят за то, что в руках у меня молоткастый, серпастый советский паспорт. Я б волком выгрыз бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям с матерями катись. Любая бумажка, но эту
Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. Читайте, завидуйте. Я гражданин Советского Союза. Вот так вот. Откуда такая подача? Ты вот учился вот этому? Вот действительно, ты настолько читаешь. Я даже вот, мне нравится Безруков, когда он читает и Маяковского, и Есенина, но он млякнет перед тобой. Ну, я бы не сравнивал себя с Безруковым, на самом деле замечательный актер. И Есенин он действительно читает, я бы сказал, уникально. У меня это с детства, у меня это всегда было, да, это просто дар сверху. Но я скажу, что я постоянно практикуюсь. Частенько рассказываю даже стихи просто сам себе. Вот еду в машине, я никогда не слушаю музыку, а вот рассказать себе там десяток хороших стихотворений в дальней дороге, притом красивые с выражением, мне нравится, я получаю от этого удовольствие. Но я заучиваю и рассказываю только те стихи, которые находят отклик в моей душе. Вот стихотворение о советском паспорте я действительно люблю. Я рад, что тебе понравилось. Да, оно как должно. Наверное, вот так автор и задумал, чтобы его читали. Мне вот иногда кажется, что когда я рассказываю правильно, то Маяковский смотрит на меня сверху и улыбается. И матом что-нибудь. Добавляй. Давай, Костя говорит, хуяй. Кость, столько у тебя новых фишек, вот мы с тобой общаемся, столько видео есть новых. Я их видел частенько, мы с тобой общаемся, ты присылаешь. Почему этого всего нет в соцсетях? Собираешься ли? Ты знаешь, Кирилл, это хороший вопрос. Я действительно в последнее время начал задумываться, перекопал свои архивы, фотографии, видео. За эти годы действительно накопилось очень много интересной информации, которой можно было бы поделиться с людьми. Да, почему я раньше не был в соцсетях, я как бы говорить не буду, это мое личное, но в последнее время я ловлю себя на мысли, что, может быть, скоро я займусь этим более плотно. И мне будет что показать и что рассказать людям. Читаю в последнее время интернет. Столько всяких гуру, всяких... Парень выполнит норматив мастера спорта, станет где-нибудь чемпионом галактики, и все. Он становится суперфитнес-гуру, он дает какие-то советы. Я понимаю, что всех их не истребить, потому что их очень много. Но народ ищет правильные ответы на вопросы. Что ты вообще думаешь о таких тренерах? Что о таких вот тренерах, вот таких ребятах, которые с такой вот маниакальной уверенностью там заставляют ребят с первой же подготовки садиться на курс, которые сами же им этот курс продают, там, не знаю, наверное, коммерции ради. Ну, это классические барыги, это бизнес в первую очередь. И это уже, я считаю, проблема человека, вестись на эту шнягу или нет. Нужно уметь отделять зерна от плевел. Но ты правильно говоришь, чтобы как бы противостоять таким псевдотренерам, нужны профессиональные люди, которые действительно могут, и им есть чем поделиться с людьми. Поэтому, я думаю, я прислушаюсь к твоему совету и заведу какую-нибудь хорошую, интересную соцсеть. Я буду первым подписчиком. Договорились. Читаем комментарии здесь, в Ютубе. Вот тут пишут, что у нас пишут? Что тебе нужно озвучивать всех брутальных мужиков в переводах на русский язык. Даже перевели поэму. Маяковского нереально перевести на английский язык. Тем более нереально рассказать его на английском. Я пробовал, не получается. Это был русский мужик, который писал на русском языке. Про алкоголь хорошо сказал. Походу тоже разгружаясь тем же, о чем Константинов промолчал. Каждому свое. Наверное, парень тоже гуляет по парку. С двумя маленькими С собачками. двумя собачками. Вот такой вопрос назрел. У меня сложилось мнение, я хочу услышать твое. О женщинах в пауэрлифтинге. Вообще обожаю женщин, особенно в пауэрлифтинге. До какого предела? Или без разницы? До 67. Килограмм или лет? Я имею в виду, есть же, которые перебарщивают. Есть. Которые прям, Прям на мужичков становятся похожи. Но в этом наверняка тоже есть свой прикол. Кому-то ведь и такие нравятся. Я знаю, у меня есть знакомые, которым Да и такие у меня нравятся. таких немало.
Так что бабы разные нужны, бабы разные важны. Я часто наблюдал, думаю, да и ты видел, людей, которые невероятно сильны физически, просто необычайно сильны физически. И настолько же слабы морально. Да, и очень сильно слабы морально. Это две совершенно разные вещи. Сила духа – это одно, физическая сила – это другое. И очень редко, к сожалению, они сочетаются в одном человеке. Встречал ли ты в зале, так сказать, в своих начинаниях, в начале тренировок пути людей, которые природой были настолько одарены, что когда бы выросли бы, они стали там сильнее, чем ты, мы, все самые-самые-самые сильные ребята, которые сейчас выступают. Встречались ли тебе такие уникумы генетические? Я на своем жизненном пути видел немало действительно сильных и одаренных ребят. Но для того, чтобы стать великим чемпионом, мало быть одаренным физически. Тут нужно, чтобы сложилось очень-очень много факторов. И вот это случается, к сожалению, очень редко. Поэтому у нас так мало действительно великих чемпионов. Сильных людей, я уверен, гораздо больше. Мы уже говорили сегодня об этом днем, что титул чемпиона, точнее звание вот этого чемпиона, оно не делает тебя чемпионом, да, в полном смысле двояко, этого слова. Я с этим полностью солидарен. Чемпион на грамоте и чемпион чемпион по жизни. В сердцах, да, и по жизни это два разных человека. Увы, я тоже встречал ребят, которые были талантливее меня, но все они... Еще ты лукавишь. Я ни разу не видал человека, который был талантливее тебя в жиме лежа. Я думаю, что, может быть, очень долго не увижу. Я когда начинал заниматься, со мной ходил мой друг, очень близкий Виталий. Я уже к тому моменту проходил 3 месяца, вышел до определенного результата, быстро спрогрессировал. И я его привел, он с первой тренировки повторил все, что я сделал за 3 месяца. Хотя был младше меня на год и легче меня на 10 килограмм. А где сейчас этот Виталик? И вот, опять же, да, в этом мы вернулись, к слабым духам. Сколько я наблюдал, самую слабость, которую проявляют именно вот такие люди, это девушки. И если появляется какая-то девушка, которая, ой, тренировки, не тренировки, все, человек кончился. Кирилл, я тебе скажу свою мысль по этому поводу. Пиздострадальство и чемпионство – это несовместимые вещи. С тобой согласен. Только жесткая доминантность над женщиной сделает тебя истинным чемпионом. Если женщина руководит тобой, доминирует тобой, ты никогда не станешь великим чемпионом. Хотя мы с тобой знаем примеры каблуков, которые были и с нами на страданиях, на соревнованиях. Знаем немало. Знаем немало. Да. Я просто дал себе зарок не ругаться матом. Мне тоже есть что сказать и крепко завернуть. Но стараюсь держаться. Я могу у тебя этому только поучиться. Я пока не мыслю свой русский язык без мата. Да и Пушкин, и Маяковский, и многие великие страдали этим. Пороком ли, не знаю. В общем, Костя, как всегда, было приятно с тобой пообщаться. Что хочу сказать под итогом. Мы с тобой затронули с тобой очень такие темы, о которых многие молчат, о которых не говорят. Многие даже, может быть, и не знают вообще о том, что мы говорили. И уберегая молодежь и тех, кто бездумно будет пользоваться советами, сходите все-таки проконсультируйтесь к врачу, если что-то хотите. В принципе, все, что я сказал, это работает на мне. Это совершенно не нужно пробовать и повторять. Особенно, если вы не понимаете, для чего и как это сделать. Но если есть интерес, сейчас есть интернет, сейчас вся информация доступна. Залезьте, почитайте, прикиньте, подумайте. Если посчитаете нужным, что вам это нужно, можете попробовать. Как уберечься от неправильной информации в интернете и на ютубах, на просторах ютуба? Я скажу, это на самом деле очень сложно, потому что, по моему мнению, большая часть информации, которая преподносится в интернете, она неправдива или не совсем правдива. Думайте, читайте, проверяйте, общайтесь с грамотными людьми, советуйтесь. Это не гарантирует, что это вас бережет,
но во всяком случае подстрахует. Кирилл, я хочу тебе сказать очередное большое спасибо, что согласился взять у меня интервью, побеседовать со мной. Мне было приятно поделиться чем-то новым. Я очень надеюсь, что в этот раз, опять же, не будет банальщины и шняги, что людям будет интересно, что людям будет познавательно. Большое тебе спасибо. Никакой шняги. Только так. Всем пока.